Друзья, всем привет! Сегодня у меня выходной. Отправляемся с вами снова гулять по Израилю, по нашему курортному городу Эйлату. Посмотрим, что происходит. Он у меня там за спиной уже целые приключения. Посмотрите, что происходит. Собралась целая пробка из-за одной машины такси. И все сигналят. Буквально пару минут назад сигналили ему, чтобы он уступил. Но это Израиль, детка. Здесь всем все равно. Так проходят у нас израильские денечки. Вон тот парняга вышел, поговорил с этим таксистом. И вроде бы разъехались. Уехал таксист, освободил дорогу. О, какой веселый парнишка пошел. О, наш старый приятель, друзья. Все время собирает шекели. Дайте шекели, дайте шекели. Очень успешный человек. Кто-то думает, что в Израиле все миллионеры, все кругом богачи. Но не стоит забывать, что... Хотя, во вам пример. Какая тачка поехала. Все богатые, да не все. Не всем везет в этой жизни. Это здание Гистадрута. Гистадрут — это что-то вроде профсоюзов. Если с работодателями проблемы, то можно сюда обратиться. Это, я так понимаю, здание, как оно выглядело раньше. Немножко отличается, конечно. Все эти гистадрутчики сейчас организуют различные митинги по всему Израилю, перекрывают дороги. В общем, пытаются сделать в Израиле цветную революцию. Я так понимаю, на опыте Украины у них получилось сделать. Ну, у кого-то получилось. Это ж не гистадрут, да, но просто в Израиле цветная революция делается через гистадрут. Они здесь этим заправляют. Кому-то проплачивают, другие бесплатно, но потому что нереально, как можно ходить месяц или два на все эти митинги и не работать. В Израиле такое невозможно. Значит, это все проплачено. Интересный магазин. Какие-то арабские здесь на логотипах вообще еда. Но продается какая-то одежда. Хотя, скорее всего, это просто манекен. Вот такая вот. Все на иврите, но под арабский стиль. Арабо-евреи. Очень красивый новый дом. Всего один подъезд, и на первом этаже, на втором коммерческие помещения, но выглядит очень неплохо по сравнению с остальными строениями, которые здесь есть. И строится еще один. Скоро достроится. Кран стоит. Вообще в Эйлате за последние 2 года очень много всего нового построилось, что, безусловно, радует. Возможно, благодаря каким-то из моих видео, которые набрали по 1 миллиону просмотров, все-таки, может, до муниципалитета дошло и начали делать. Хотя, конечно, маловероятно, что они смотрят русскоязычных блогеров. О, какой мотик. На всю улицу ревет скорая помощь, где-то летит. Но, я так понимаю, она не сюда поехала. Если бы сюда, мы бы сейчас с вами ее бы тоже на видео запечатлели. За моей спиной, кстати, Йоси Авраами. Это застройщик города Эйлат. Строит все здания здесь, практически все. А впереди меня большущие израильские флаги, потому что вчера был День Иерусалима. Вот так они выглядят. 2 флага на входе. И какие-то бяшки. Букашки. Ни одного человека. У нас сейчас 38 градусов, 40 градусов. Соответственно, все сидят по помещениям. Вот туда еще внутрь зайти можно, там кондиционеры включены, а здесь, конечно, просто нереально. Очень жаркая погода. Учебная грузовая машина. На таких машинах у нас, вот видите, букву ламет. Это означает, что машина учебная. Учат какого-то будущего водителя. Тоже приехал покорять Израиль. Хочет заработать 1 миллион шекелей. На той стороне какие красивые деревья красного цвета. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Раньше они не цвели.
их не было видно. Сейчас, конечно, очень красивый вид. А это поликлиника Макаби. В Израиле несколько больничных касс, вот это одна из них. Так, вот так это все выглядит. Поликлиника. Здесь уже, конечно, все падает вниз. Все эти листочки. Дерево, конечно, красивое. Цветочки, цветочки. О, даже птичка где-то поет. Видите, стоит вырасти дереву, сразу появляется жизнь. Ничего не пустует. Если где-то можно жить, сразу появляются птички. И люди также, как птицы. Где хорошо, туда и летят. Поставил машину прямо на тротуаре. Но хорошо, что хотя бы не как вот этот, который на месте инвалида припарковался. На тротуаре еще более-менее. А то ставят где попало. На той стороне парикмахерская Людмила. Очень хорошо стрижет, уже больше 20 лет проживает в Израиле. Тоже не в восторге. Очень много всего может рассказать, но на камеру не захотела. Вон какой худой чувак. У нас сейчас в Эйлате проходят вечеринки с запрещенными препаратами. Ну, в других странах они запрещенные, а здесь разрешено. Поэтому вокруг все курят косяки. О, опять что-то происходит. Вот стоит мне что-то рассказать, уже за моей спиной происходит что-то интересное. Сейчас переключу камеру. Вон там прицепилась женщина, остановила трафик и что-то доказывает уже водителю. Ну так вот в Израиле здесь можно, вы видите? И сейчас все будут стоять, сигналить из-за того, что она то ли своего соседа увидела. О, начинается. То ли она своего соседа встретила, то ли что. Но вот захотелось ей поговорить, и все. Просто остановила машину. И сигналят, а ей все равно. Хуцпа называется в Израиле, это называется хуцпа. Типа вот наглость. Они никогда ничего не просят, они подходят и говорят, а мне надо. Если у нас принято подойти и спросить, ой, а вы не могли бы, то тут так не говорят. Тут сразу говорят, а мне надо. Кстати, машина вон тоже учебная. С буквой Ламет. Красивые пальмочки стоят. Ну, вот такие столбы, если честно, я не очень люблю. Я так понимаю, это они от американцев научились ставить эти столбы низкие. И трансформаторные будки именно вот сверху. Но это точно как в фильме «Один дома», помните? Точно такие же столбы. У нас, допустим, так это не принято. Мусорки для раздельного сбора мусора. Кто-то выкинул матрас, какую-то плиту, блин, да еще и убитую. Вся какая-то обгорелая. Надеюсь, что хотя бы хату не спалили. Да, и все ездят вокруг на вот этих маленьких электрокарточках для инвалидов. О, стреляют уже сигарет. Видите? Вот так вот. Еще одно дерево прикольное. Красного цвета. Красота. Раньше не было, буквально еще пару недель назад такого не было. А это, кстати, самый нищий дом в Эйлате. Таких здесь несколько домов, в основном живут чернокожие население, но есть еще и обычные наши люди тоже. Ну, цены просто дорогие. В Эйлате, чтобы снять нормальную квартиру, допустим, 2-3-комнатную, это надо заплатить 3500 шекелей. Ну, понятное дело, что за 3500 шекелей это можно уже в Тель-Авиве где-то снять. У меня друг, допустим, за 4200 снимает. Чуть-чуть буквально докладываешь, и ты живешь уже в Тель-Авиве, у тебя нет никаких шабатов, у тебя все время все работает. И там жизнь гораздо лучше, конечно, и работы там больше. Ну а здесь в Эйлате что? В Эйлате только в малонах работать, каких-то сфер обслуживания. Ну, поэтому вот живут в таких домах. Вот как раз там ребятки стояли, видели? Темнокожие. Вот это они здесь и живут. Вот там девчонка на самокате катается.
Ну, я уже видео делал про эти домики, можете на канале посмотреть. Дома на ножках называются. Что так их называют. Это, конечно, колонны, но их почему-то здесь называют по-простому. Люди же строительное образование не имеют, не закончили. Поэтому называют просто дома на ножках. Какие красивые елочки здесь. О, красота. Да, и тут сразу тенечек появляется. Деревья вообще надо сажать. Я вот сильно удивляюсь, когда вижу, приходят и зачем-то начинают обрезать деревья. О, кстати, там в окне наша русскоязычная бабуля. Но я в нее камерой не тыкал, потому что она уже прям выглядывает из окна, что-то смотрит. Возможно, это моя подписчица. Передаю привет. Это средняя школа. И там недавно был вандализм. Видите, обгорели вот эти знаки израильские. Так что даже в Израиле евреям не дают спокойно жить. Все время какие-то нападки происходят. О, сейчас проедет скорая помощь вот так вот. В Израиле на таких вот маленьких мотороллерах ездят. Очень прикольно, необычно. Остановка изрисованная. Все как у нас. Поставили новую остановку, уже кто-то изрисовал. Но я думаю, что это арабы. Евреи, думаю, так не будут делать. Хотя, кто их знает. Если честно, я когда сюда ехал, думал, что... Ну, как-то я все по своим судил. А сюда приехал, оказалось, что здесь евреи совсем не такие, как у нас там. И это старые пожарные машины. Мне нравится, что они так сохранили. Тут баллон еще стоит. Ну, типа такой музей под открытым небом. А вот этого раньше не было. Вот эта лодка. Класс, получается, что... А хотя это лодка, видите надпись? Маген Давид Адом. Это не пожарная лодка, это уже лодка скорой медицинской помощи. Сейчас даже на воде спасут. По левой стороне у нас начинается комплекс Альмог. Вот эти желтые домики. Здесь есть отели, здесь есть хостел и здесь есть общежитие для работников сети Фаталь. Вот так вот красиво это все выглядит, общаги. Ну, очень классно. И вход красиво оформлен, и фасады чистые, и зелень тут какая-то растет. Вон там написано, что это первый корпус Альмога. Там дальше уже общага будет, высотное здание. А на той стороне это у нас университет Бен-Гуриона, Эйлатский корпус. И все, в принципе, там дальше, если идти в ту сторону, города больше нету. Город закончился. Такой маленький городишко. В основном здесь все заточено на то, чтобы в сфере туризма работать. Ну вот, там, видите, указатель. Альмог. Идете туда. Я там как-то тоже жил. Тогда еще видео никакие не снимал. Хочу перейти через дорогу на ту сторону, где деревья растут, чтобы идти в тени. И пройдемся туда в левую сторону, где заканчивается город. Но сегодня довольно-таки интересное видео. Всякие моментики такие израильские вам показал, как сигналят, никому не уступают. А то, знаете, в жизни это все происходит, а когда хочешь снять, ничего нету. О, кстати, как классно. Вот это парк. Ёлки-палки, прям как в Беларуси. Все такое зелененькое. Вон там местные женщины ходят. Можете посмотреть, как они выглядят. Вот эта женщина, это религиозная. Вот эта, которая... Да, их можно определить по прическе, либо по косынке. Как это на русской мове? Забываю. Хустка, косынка, ну, платочек. Студенты отдыхают под пальмочкой. Все хотят в тенечке спрятаться. О, видите, такие машинки. Туристы ездят по... Там по горам, вот за городом, где город заканчивается, где мы идем прямо.
Они туда выезжают и катаются на этих машинках. А вот и самое главное, общага Альмога. Если чьи-то окна здесь попали в кадр, напишите в комментариях, кто там жил, кто знаком с теми, кто там живет. Какой огромный флаг повесили на весь фасад. О, классный джип. Тут, кстати, часто на таких ездят военные, но у них номера черного цвета. Есть буква ЦАДИ. Цагаль. Цагаль. Но у них большая антенна, поэтому их сразу можно заметить издалека. У этого антенны не было, так что видно обычная. О, уже летит мотоциклист. Как они надоедают тут носиться. Но ничего не поделаешь. О, видели моду? Мерседес за $70 000 и тянет прицеп. Буквально совсем недавно открыли вот эту велодорожку. И теперь здесь можно ездить на велосипеде и ходить пешком, потому что до этого здесь была просто пустыня. Невозможно было ни пешком пройти, ни проехать. А вон там дальше это новое здание, это здание полицейского участка. Подойду поближе и попробую снять, если никто не будет замечаний делать. С правой стороны открывается потрясающий вид на весь Эйлат. И вон там дальше уже за зеленой полосой, вот за этой, это пальмовые плантации. Вот это горы, и это уже там город Акаба. Оттуда приезжают иорданские работники, которые у нас тоже работают в отелях. Очень много иорданцев. А там у них аэропорт. Акабский аэропорт. Оттуда очень дешево лететь в Дубай, как мне сказали, но попробуй еще в Акабу доберись, допустим, если с того же Минска до Акабы, потом в Дубай, но все равно это дорого получается. Потрясающие новые скамеечки. Единственное, чего не хватает, так это какого-то навесика, чтобы не на солнце сидеть. Ну реально, 41 градус жары. Ребят, как тут сидеть можно на солнце на таком? Вот это все, чтобы вы понимали, это все новенькое. Вот эта дорожка, вот это зеленая, такой островок зеленый. Вот эта беговая дорожка красная из резинового покрытия. Это все новенькое. Буквально год или два назад только построили. Ну и вот здание полиции сблизи. Там есть логотип и надпись, что это Эйладский, не знаю, что отдел. Полицейский участок. И тоже прямо напротив полицейского участка установлены скамейки. Можно сидеть, я не знаю, чтобы прослушивать. А вот на этой скамейке можно спокойно сесть и, если с хорошим объективом, снимать все, что в полиции там происходит внутри, прям через окна. Не знаю, почему они это не учли, чтобы любой желающий мог так притвориться, сесть и типа он сидит, отдыхает, а сам с камерами снимает какие-нибудь материалы на полицию. И это здание находится прямо на окраине города. Видите, дальше уже все пустыня и горы. Но я не удивлюсь, если лет через 10 сюда приехать, через 20, и дальше все в этих горах будет застроено продолжением города Эйлат. О, какие интересные цветы. Не знаю, что это за название. Попробую поближе показать. Ё-моё, на ветру очень быстро они шатаются. Но вот так вот они выглядят. Классно. Вообще растительность очень сильно меняет окружение. Еще какие-то цветочки красивые. Ну, ветер, очень сильный ветер. Я попробую сейчас подержать рукой. Ну, чтобы вы видели, насколько они маленькие, да? Тут 5 цветочков на один ноготь может поместиться. Такие малюсенькие. Но очень тоже красивые. И горы. Красивый вид, горы, цветочки, зелень. Друзья, 80% человек, там 83, смотрит видео без подписки на канал. Поэтому, если вы входите в их число, обязательно подписывайтесь. Здесь я показываю израильскую жизнь и все самое интересное. Люди работают под открытым небом. Не позавидуешь, конечно, в такую жару. Конечно, в помещении работать гораздо лучше. Тут что-то шпатлюют или заделывают дыры.
Непонятно. Какие-то кровельные работы. А, все, я увидел. Он, короче, просто вот этот парапетик штукатурит из корыта. Ну, прям белорусские звуки. Кузнечики или сверчки. Прям как будто Беларусь приехал. Такие звуки. Кто писал в комментариях, что в Израиле мало зелени? А как вам вот это? Сколько здесь деревьев? Сейчас подойду, покажу. И клумбы, цветочки. Ну, конечно, это все надо поливать. Это не просто так, что посадила, оно само растешь. Конечно, это все очень больших усилий требует. Но делают же, стараются. Ну и вот мы попали с вами на зеленый островок. Здесь растет такое одно дерево с большой кроной. И, возможно, скоро вырастет еще одно. Но, может, и не вырастет. Очень жарко. Но что мне нравится, то, что здесь есть где посидеть. Вот такие тренажеры. Тренажерчики, можно заниматься. Ё-моё, тут надо... Видите, здесь надо ногами. Раз, два, три. Такие упражнения делают. Обычно сюда пенсионеры приходят. Молодежи, конечно, это, знаете, на один палец. Все эти одной рукой можно поднимать. Вот. Но дедушки какого-то 70-летнего, чтобы ему продлить жизнь. Бабушек я тут не встречал. Бабушки, я не знаю где. Дедули сюда приходят и начинают по вечерам, когда солнце сядет, жмут вот эти все тренажерчики, разгоняют кровь по жилам, чтобы улучшить самочувствие, чтобы давление снизить, сахар, чтобы лишний сгорел. Конечно, это хорошо. Жалко, что в Беларуси такого нету, конечно, но там и погода не позволяет. Тогда надо делать не просто такие навесики от солнца, а еще и прятаться от дождя. Потому что погода в Беларуси каждую неделю идет дождь. Дня 2, может 3. Ну, только летом уже дождики становятся поменьше. А здесь наоборот. Хочешь дождя, а его нету. Все надо поливать, ничего само по себе не растет. Везде вон пустыня, горы. Все вот это. Каждому цветочку подводится шланг. Я вам сейчас вот покажу. Вот просто подойдем и покажу. Каждый цветочек, вот они разного цвета. Здесь фиолетовые спрятаны. В других местах коричневого цвета, чтобы не так в глаза бросалось, чтобы было более естественно. Но вот это все надо поливать. Там в каждом шланге дырочки такие просверлены. И оттуда капает водичка. Само по себе ничего не растет. Даже вот эти пустынные, то ли кактусы, то ли как их назвать, все нужно поливать. Видите, каждому подведен шланг, и там есть дырочка индивидуальная, и оттуда капает вода. Сегодня прямо-таки день ботаника. Сколько я вам сегодня цветов всяких показываю. Растут. Красотища, красотища. Какая-то женщина тащит клумки, загружает в машину и кричит. Все время кричат, как какие-то цыгане или как кто. Но вот у нас это считается некрасивым. На всю улицу кричать. Здесь это нормально. На той стороне через дорогу, вот прямо между этими скамейками, если их видно, там у нас начинается национальный заповедник. Вот эта вся зелень, в котором живут птицы. Я не знаю, как бы туда перейти, через дорогу перебежать. Здесь нет нигде пешеходного перехода. Не хотелось бы мне попасть на штраф. Надо подождать, пока машины проедут. Потому что там очень интересно. Ну как, там просто птицы живут. Но тоже интересно посмотреть. И там есть местный койот. В общем, не получается у меня перебежать через эту дорогу. Машины эти все носятся и носятся. Только, кажется, с левой стороны никого нет. Уже справа летят и вот так вот. Поэтому, наверное, и заодно, чтобы не растягивать видео, оставим этот национальный парк на следующий раз. В следующий раз вам покажу. Реклама грузчиков на грузовом автомобиле. Если вы думаете, что холодильник надо таскать вдвоем, то нет. Вот как нарисовано одному, так и надо носить. Это уже проверено. Дают специальный ремень и один тянешь этот холодильник. Я в шоке. Никогда такого не видел. Сейчас мы с вами подойдем к самой дешевой, но в то же время самой классной сети магазинов. Называется
Рами Леви. Вот этот гипермаркет. Чем он мне нравится? Тем, что здесь все товары можно покупать 5 штук по цене 2, 4 по цене 2, вот так вот. В общем, мне, конечно, это все нравится. Ну, не только мне, здесь куча народу. Приезжают на закупочки, все покупают. Потому что если в обычном магазине покупать, то, естественно, переплачиваешь, покупаешь за 10 шекелей 2 банки, допустим. А здесь можно за 10 шекелей 4 банки того же напитка купить. Понятное дело, что лучше все сюда идут. Ну вот, их логотип. Тупо написано на буквами Рами Леви. Кто умеет читать, тот прочитает. И сразу, ну, не с главным входом, но недалеко от главного входа целая куча макулатуры. Вообще, что мне нравится, ё-моё, Мазер. О, какая тачка. На таких тачках крутых людей ездят здесь. Что мне нравится, здесь очень много программ работает Советского Союза. Вот как раньше были путевки, допустим, в курорты завода. Сейчас ничего такого нету, допустим, да, в России, так в Беларуси тоже подавно. А здесь это все есть, вот это все Советского Союза сохранилось. Ты работаешь на каком-то заводе, и тебя отправляют, приезжаешь в Айлат, там отдыхаешь. Они сразу приезжают там целым отделом, отдыхаешь. Вот это мне нравится. И еще много всяких таких моментиков Советского Союза. Допустим, ты устраиваешься работать, как вот раньше, да, было. Допустим, большие стройки в Советском Союзе. Вот здесь в Израиле такое есть. И тебя кормят, там вам еду дают, супчики, первое, второе, как говорится, компот. Все это есть. И зарплаты хорошие. Вот это мне нравится, что здесь сохранили. Сюда из-за этого многие, естественно, и лезут. Едут и едут. Понаехали. Поставили реальные автомобили, но так их разрисовали, что они похожи на нарисованные. Там специальная такая графика на них. Видите? Сдалека, если когда едешь, можно подумать, что это картонки стоят какие-то. Но на самом деле это целые автомобили. Сейчас подойдем, я вам покажу, как прикольно можно оформлять горшки с цветами. Как их называют правильно? Клумбы. Как можно красиво оформлять цветочные клумбы. Может, кому-то идея пригодится, там где-то на даче сделаете. Вон, видите ту будку? Вот вчера из той будки мне человек показал, говорит, что ты снимаешь-то? Вот это, говорит, сними. И я вам хочу сейчас это показать. Я сам не заметил, но здесь такой прикол. Вот это типа рукомойник. Якобы здесь руки можно мыть. Ну, это просто клумбы такие. А здесь малой, и якобы он сидит на унитазе. Настоящий унитаз, короче, приволокли. Ну, вот он мне показал это, говорит, сними вот это, прикольно. Ну, не знаю, как вам, напишите в комментариях. Какие-то сумочки в виде клумб, колеса разные. Вот говорят, что вот это только там у нас на постсоветском пространстве колеса превращают в клумбы, как это уродливо и некрасиво. И якобы деревья в белый цвет стволы никто не красит за границей. Скажу вам честно, красят. Все здесь то же самое. И клумбы делают, и шин, и все как у всех. Тоже якобы сумочка такая. Еще одна сумочка. И это все на плечах тащит вот такой вот человек. Человек из дерева. Это, наверное, Грут. Смотрели фильм «Стражи Галактики»? Грут. А самое прикольное, на мой взгляд, это вот эта клумба. Как будто туда кто-то провалился, залез туда что-то искать, и только ноги торчат. Такие вот сапоги получаются. В колодец кто-то запрыгнул. Ой, самокатчик кто-то уже приволок. Вчера самокатчика еще не было здесь. Следующая экспозиция — домик. Тут есть такая пляцовка, там, где должны маленькие человечки танцевать. Есть лесенка, есть балкончики, окошко, есть крыша. И вот так вот он весь выглядит. И даже травка есть. Трава такая мягкая, но очень, естественно, искусственная. Лимонное дерево. И вот они, маленькие пупсички, маленькие, растут, уже скоро будут лимончики. А здесь, я не знаю, мне почему-то эта экспозиция напоминает
людей в местах заключенных. То ли из-за этой кепки, то ли что, но выглядит как-то оно так себе. Да, а эта деваха, это вылитая Покахонтас. Помните, у индейцев была Покахонтас, которая там бегала по джунглям. И какой-то малой, который то ли попрошайничает. Короче, это банда попрошаек, я так понял. Дайте деньги, бременские музыканты, дайте гроши. И дальше, соответственно, у нас снова начинается пустырь, пустыня. Ничего нету. С левой стороны есть только здания, но это уже всякие склады. И все в этом роде. Поэтому на сегодня, я думаю, нам прогулки хватит. Друзья, обязательно напишите в комментариях, чем занимались все это время. Что у вас новенького в жизни происходит, как вообще настроение, новости всякие, я думаю, даже и смотреть не нужно. Там, знаете, там все время какой-то негатив рассказывают. В это даже вдаваться не нужно. А вот что у вас происходит в жизни? Уже скоро 1 июня, на дачу все поедут, будут картошку сажать. Или уже посадили. В общем, пишите в комментариях и обязательно подписывайтесь на этот канал. Всем пока и до новых встреч.